Всем привет! В этом видео я собираюсь рассказать про то, как устанавливать PHP фреймворк Xlib 2. Вот его адрес на GitHub. Все ссылки я потом прикреплю под этим видео. И документация фреймворка. Документация фреймворка довольно простая. Я вот открыл страницу с установкой. Здесь несколько вариантов. Мы остановимся на установке при помощи Composer. Composer — это такой менеджер PHP пакетов, довольно распространенный. Если мы сейчас перейдем на его сайт, здесь будет видно, что у него достаточно большое количество команд и параметров, но для установки нам нужен будет только одна команда. А в разделе установки можно найти информацию композера, также о том, как добавить его в глобальные переменные вашей операционной системы. Также понадобится гид. У меня на этом компьютере Windows, поэтому я выбрал установку гита для Windows. Ну и, собственно, PHP сам для фреймворка требуется версия 8.2 или выше. А сейчас я перешел в IDE. IDE называется PHP Storm. Это довольно хорошая IDE. По сути, это программа для разработки на PHP, если кто не знает. Здесь я создал проект пустой и перешел в консоль, терминал. Консоль в IDE — это как бы обертка над командной строкой в операционной системе. Вот у меня над Windows. Здесь я перейду на уровень выше, чтобы не создать проект в проекте, папку в папке. И вот здесь создам проект. Для репозитория. И папку назову Xlib 2, в которой будет установлен проект. Сейчас я нажму на ввод, и будет показана загрузка через композер. Вот устанавливаются необходимые библиотеки. В этом фреймворке их меньше, чем обычно во фреймворках. Все библиотеки его собственные. Их можно расширять, можно добавить по желанию. Вот отработал скрипт внутренний фреймворка. Он произвел некоторые небольшие настройки. Сам себя удалил. Теперь я перейду в папку с фреймворком. Там есть еще одна публичная директория, в которой должен указывать веб-сервер. Если зайдем в документацию, здесь в разделе «Запуск приложения», здесь у нас PHP-сервер, встроенный Nginx, еще синхронные всякие штуки. Нас устроит PHP-сервер. Он несерьезный, но для пробы подойдет. Вот я укажу эту папку публичную. Название можно изменять. Фреймворк запустился вот по этому адресу. В принципе, все. Начальная установка его произведена. Вот он загрузился почти мгновенно. Здесь панель отладки его. Да, работает он быстро. И нужно будет еще настроить базу данных, если она нужна. И, в общем-то, все. Это пробное видео. Возможно, сделаю еще